Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, и сегодня я расскажу, как ускорить работу вашей DAW, да, домашней студии, виртуальной, так сказать, или какая там, не знаю, называется. В общем, у меня Ableton Live 11, у вас это может быть фрукты или еще какая-то там их всяких разных полно. В общем, я в Ableton Live 11 работаю. А как ускорить загрузку, как ускорить загрузку проектов, как сделать так, чтобы меньше тормозило, подтупливало все, чтобы это работало быстрее, причем значительно быстрее. Если бы это так не было, я бы видео, конечно же, не снял. Просто путем переноса файлов с HDD-диска, потому что так как библиотеки весят много, многие хранят их на HDD-диске, поскольку он сам по себе дешевле, да, и объем у него больше. Вот, и если перенести все ваши OST-плагины, все ваши библиотеки с сэмплами, но на SSD-диск, да, что я сделал. Вот я сразу сейчас покажу до-после, что у меня получилось, насколько все это быстрее стало работать, и потом, естественно, покажу, как это все настроить, как это все перенести, чтобы вы не потеряли свои библиотеки, чтобы у вас все хорошо работало. Запускаем. Вот это до SSD, он так называется, да. Вот запустили программу. Если что, это один и тот же проект. Я не стал, специально сделал так, чтобы один и тот же был проект. Посмотреть по времени, сколько будет отличаться. Вот он новый 2 называется. Все, мы его запускаем. Таймер идет и ждем. Я потом высчитал все это. Я вот скажу, сколько получилось по итогу. И вот самое долгое почему-то сэмплы вот эти у меня загружались. В основном сэмплы всегда за часов загружаются. Все, они подгрузились. Тут даже видно, что подтормаживало. Сейчас все работает. Да. Там 4.17, да, общее получилось. Закроем. И после теперь включаем. Также секундомер. Также Ableton Live 11. Тот же самый проект. И ждем. Проект открылся. Также сэмплы сейчас будут самое долго загружаться. Все, видите, да, что он быстро прогрузил, и все отлично, все работает. И по итогу у нас получилось, даже здесь видно, что время быстрее, да, прошло. Закрываем. Так, сразу скажу, я посчитал, да, сколько было, насколько это важно, не важно, но просто цифры скажу, чтобы не говорили сами за себя. В общем, до того, как я все это перенес на SSD-диск, да, у меня там сам Ableton Live запускался за 38 секунд, не особо долго, да, но проект запускался 3 минуты 19 секунд. Это достаточно долго, потому что мне там много дорожек, много обработок, много аудио, да, из-за этого это долго все загружалось. После того, как я перенес все это на SSD-диск, как все настроил, чтобы это все работало, запуск Ableton стал вместо 38 секунд 23 секунды, там почти в 2 раза, да, скажем так. Не настолько это важно, это не так много. Да, но вот проект стал запускаться за 58 секунд. То есть, если он был 3 минуты 19 секунд, да, запускался, то сейчас запускать за 58 секунд, это на 2 минуты, на 2,5 почти минуты быстрее, да, и меньше тормозит, все работает, все отлично. И вот как нам правильно все это настроить, как перенести для того, чтобы... Я сразу скажу, что SSD-диск у меня какой-то Samsung, он был у меня в каком-то старом ноутбуке, да, которым я не пользовался. Вот, я не покупал специально, точно скажу, да, что просто у меня было, я решил попробовать, будет ли это работать или нет. SSD-диск Samsung, я фото потом сделал, да, Evo там какой-то 800 что-то, на 220 гигабайт, в общем, папка со всеми, вот так сейчас. Вот диск F я его сделал. Папка у меня называется общая Ableton, со всеми общими моими проектами. Там вот здесь у меня библиотеки для контакта, здесь сэмплы, здесь, получается, OST-плагины, да, я отдельно храню их, как, наверное, выше, чтобы удобнее было. Вот, все это весит 160 гигабайт, диск у меня 220, у меня все прекрасно поместилось, поэтому после того, как вы сначала все перенесете, конечно же, вы старую библиотеку не удаляете с HDD с этого диска, да, ее не стоит удалять, пока вы точно все не настроите, не убедитесь, что у вас работает все хорошо. Итак, после того, как вы все перенесете, скопируете, да, давайте так, не перенесете, а скопируете. После того, как вы скопируете на SSD-диск, нужно будет сделать следующее. Я про то, как ускорить работу
контакта 7 рассказывал, да, что нам вообще для работы с Ableton, для любой DAW, да, для того, чтобы все это быстрее сканировалось, загружалось, нам нужно сделать будет следующее. В каждой папке, которая у вас есть, либо общую сделать, да, ну, можно, но это будет дольше, да, наверное, может также. Вот у вас есть папка, вот у меня библиотеки для контакта, есть и сэмплы, это work, это где все проекты, да, у меня. Вот в каждой папке нужно будет нажать правой кнопкой мыши, нажать свойства, а другие. И здесь у вас будет стоять галочка «Разрешить индексацию содержимого файла в этой папке дополнительных файлов». Вам нужно будет снять эту галочку для того, чтобы при запуске, когда Ableton Live будет запускать программу, да, добавлять в нее там вот эти все сэмплы и все, которые у вас уже есть в проекте, ваши плагины, да, он будет там как-то сканировать, потом Windows будет сканировать, все это очень долго, и это очень тоже нужно сделать, чтобы это быстрее работало. Вы снимаете галочку, нажимаете ОК, да, я уже это делал. Вот, и здесь также только для чтения, для того, чтобы это все у вас сохранялось, вам нужно будет снять галочку только для чтения и нажать ОК. Он спросит, да, действительно ли вы хотите, нажмете «Да», все. Если что, там более подробно, у меня есть видео «Контакт 7», как ускорить, там тоже самый принцип, да, здесь, в принципе, все рассказал. Вот для каждой папки это нужно будет так сделать. Вот, после чего вы запускаете проект какой-нибудь. Давайте я тот же запущу, покажу, как в нем все работает. И чтобы у вас не потерялись библиотеки, да, все, чтобы ваш проект, который вы запускаете, и он все подгрузился, лучше я лично сделал следующее. Я отключил тот жесткий диск, чтобы у меня Ableton Live, да, не видел, что у меня есть вообще тот жесткий диск, да, как бы думал, что нет ничего, куда-то все пропало. Нам нужно будет настроить программу следующим образом. Сейчас я это все, конечно же, покажу. То есть тот я жесткий диск отключил, оставил SSD и перенастроил все. Первое, что я стал сделать, нужно для того, чтобы Ableton Live, он же у вас указанный в одном месте, да, вот даже видно, да, что у меня все загрузился он. И это даже несмотря на то, что он так долго грузился, хоть я всегда делаю, сейчас я покажу. Вот, сейчас загрузилось. Все работает. Итак, что нам нужно сделать в первую очередь? Это когда вы все перенесли, да, вам нужно указать новый путь, потому что он будет у вас, ваш DAW, да, в частности, Ableton, который у меня, он будет сканировать и не поймет где, потому что у вас было указано в одной папке, да, ваши плагины, они в другой. Вам нужно зайти в Liberty, нет, плагин, вот, надо зайти в папку плагин, и вот здесь, вот как у меня все указать есть, да, и здесь вот есть брауз, да, это указать место, где у вас теперь все находятся плагины, да, то есть у меня одна папка для VST плагинов и для VST3, VST2, да, я все туда устанавливаю, чтобы мне, ну, так вроде как бы, обычно все так делают, это быстрее и проще. Вот я указал новый путь здесь, браус, указываете новый путь, где у вас есть папка, с VST плагинами, вот я указал, и VST3 я тоже указал новый путь и нажал Rescan, после чего он у вас начнет сканировать и искать ваши файлы. После того, как вот здесь пройдет окно загрузки, что все ваши файлы нашел, у вас проблем с запуском проекта не будет, все ваши там вот эти библиотеки, да, вот все вот эти настройки, он все загрузит, все их сюда автоматом все это расставит, да, потому что он их нашел в другом месте, да, и у вас это ничего не потеряется, ни настройки, ничего, абсолютно все нормально. Это раз. Второй момент, что нужно будет еще сделать. Ну и вот у меня здесь есть с сэмплами, да, отдельная папка, вы можете добавить add sample, add folder, и указать новый путь к библиотеке, где у вас есть это, чтобы здесь папка появилась, да, с сэмплами. Дальше также у нас все вот эти, видите, он просканировал, все то, что у меня было, все осталось как есть, ничего не поменялось. А следующий момент, что нам нужно сделать, это... ну, кстати, если у вас есть проекты для того, чтобы, если, допустим, вы не знаете, как ускорить вообще загрузку самого еще проекта внутри Ableton, да, можно нажать будет файл, и вот есть такой вот collect all in save, да, то есть он, грубо говоря, все ваши сэмплы, все ваши, да, которые у вас там находятся, все ваши сэмплы, которые находятся в этом проекте, да, чтобы, если они находятся где-то там в отдельной библиотеке, чтобы он заново там все это не искал, нужно сделать следующее, нажать вот этот collect all, все собрать и сохранить, да, и он в проекте сохранит отдельно вот эти куски и будет быстрее загружаться. Если кто не знал, это действительно быстро делается. Так, в чем была проблема? Во-первых, у вас потеряются библиотеки для контакта, если у вас есть контакт 7, да, то есть вы запустите, ну или там контакт 8, неважно, в общем,
Вот вы запускаете, и у вас, так как путь-то поменялся, да, у вас библиотеки для контакта теперь находятся в другом месте, у вас все это останется как есть, да, название все это будет, но здесь будет гореть восклицательный знак, что он не может найти, да, и вам нужно будет просто 2 раза нажать сюда и выбрать заново папки, где они находятся. То есть он спросит, где у вас находится, вы укажете папку, где находится конкретная библиотека, нажмете там ОК, он просканирует и добавит, вот я сделал так, он все это добавляет без проблем, после чего, конечно, обязательно нажать на будет сейв, да, чтобы все сохранилось. Все, и контакт. Но единственный косяк с контактом, который я не понял, как это исправить, да, то есть если у вас, допустим, вот у меня есть контакт, здесь была какая-то там гитара, я не помню что, да, и ее у вас не будет. То есть у вас будет пустое окно, потому что почему-то сам контакт, как я понял, не сохраняет пресет в проекте, который у вас был. Я много перечитал информации. То есть сам контакт у вас не сохранит ваши вот настройки, да, какие там у вас были гитары, там синтезаторы, неважно что, да. То есть это он ничего не сохранит, почему-то будет пустое окно. Нужно будет заново добавлять, если вы помните, не помните. Например, я не думаю, что велика какая-то потеря, да, там, от одного другого инструмента, мне кажется, ничего страшного. Я не понял, как это решить. Если вы знаете, как это решить, напишите в комментариях, пожалуйста. Я не понял, как это решить. Я, честно, много потратил времени, там, наверное, пару часов там, искал в интернете, как это устранить проблему. И через там отдельное приложение делал. В общем, ничего у нас не получилось, у меня, по крайней мере, да, он запускает пустые здесь проекты. И, конечно же, после того, как вы ну, все это сделаете, перенесете в вашу библиотеку, а ВКонтакте 7 для того, чтобы он опять быстро все это загружал, да, все эти ваши там пресеты, да, там все библиотеки, нужно будет сделать бас ресейв, да, как это сделать, у меня есть видео, называется, по-моему, контакт в 10 раз быстрее, да, там бас ресейв, да, там нужно будет пересохранить, указать путь, и вообще ваши библиотеки вообще, скажем так, будут загружаться просто мгновенно. Ну вот у меня здесь какой-то обиз, да, мы можем выбрать самую тяжелую, я всегда на ней показываю, да, вот мы загружаем ее. Все загрузило, сколько там, пару секунд, да, все вообще работает, и на SSD-диске все это быстрее значительно. Закрываем. Дальше, что у нас получается? Перенесли вы все это, проблем нет, контакт я указал, да, также если у вас, допустим, battery, да, то тоже, если, да, у вас есть такая battery 4 сэмпл, да, drum сэмплер, вы его можете также запустить, зайти в нем вот опции, выбрать Preference, и здесь Liberty указать новый путь, где вот в библиотеке указаны. Это старый, вот новый путь у меня я указал, сканировал. И он, кстати, после этого, вот, и в отличие от контакта, он сохраняет, да, все пресеты, которые у вас были, все настройки в проекте, это очень хорошо. Дальше следующее, что может быть такое, вот сейчас я, кстати, покажу, как это сделать. Когда вы запустите, скорее всего, вот у вас не будет сэмплов этих. Ну, прям 100% не будет их. А как сделать так, чтобы они появились? Все очень просто. Сейчас я другой проект открою, специально не трогал его. Mix. Нет. Да, если он какой-то не сможет найти, у меня там этот какой-то анализатор бас моно, что ли, что-то стерео моно был, он не смог его найти почему-то, да, хотя я знаю, где он находится. Вот, у вас получится так, что сэмплы, которые он знает, где они будут так вот подгрузиться, а вот этих, да, он не может их найти. То есть он пишет здесь, что мы их не можем найти, и, скорее всего, у вас так и будет, да, и как это вообще проблему решить, достаточно легко. Вот сюда вы нажимаете медиа вот этот, у вас появляется такое окошко. Здесь нужно будет указать просто папку, где у вас лежат сэмплы, да, в принципе, все сэмплы можно выбрать. Это либо будут у вас в проектах, либо просто сэмплы. Да, вот у меня просто в другой папке они находятся, если не ошибаюсь. Черновики, и здесь вот у меня Thunder Mix. Все, мы выбираем папку, где находится у вас сэмпл. В принципе, вы, наверное, знаете, где они находятся. Это либо одна какая-то большая папка, либо, может быть, в проекте. Да, и нажимаете выбор папки. Здесь у вас будет стоять yes, здесь будет стоять yes, здесь стоять yes, а здесь missing то, что потеряно, да, он не знает, где они находятся. После чего вы нажимаете go, он сканирует эту папку. Все, 2 было потеряно, 2 нашел, все.
Всё работает. Единственное, после того, как вы откроете проект, и для того, чтобы у вас ничего не потерялось, нужно же, конечно, будет заново зайти и сделать вот этот collect all and save. Обязательно, иначе у вас настройки слетят. Все, он все загрузил. Давайте послушаем, все ли работает. Да, все работает. Вот, вот, короче, сейчас покажу, да, вот он у меня не смог найти вот этот какой-то пас-анализатор, хотя я знаю где, ну, в принципе, не настолько важно, остальные все он нашел проект. Почему тут именно этот плагин, который показывает моно-стерео, да, удалить, сделать. Так, ну вроде я все рассказал, как сделать рескан обязательно, да, указать путь к папкам, остальные настройки все у вас остаются, да, он отсканирует, все будет работать, проверить, что действительно все работает, да, зайти, открыть проекты, посмотреть, все работает, после чего уже можно подключать тот диск, и если вам там не нужны эти проекты, их удалить, да, просто так сначала не удаляйте, пока не настроите, чтобы не было такого, что я вам посоветовал удалить, а по итогу ничего не работает. Вот у меня была проблема именно с контактом 7. Я сказал, что он не переносит именно инструменты. Почему-то не смог у меня сохранить. Я не понял, с чем это связано. Я, честно скажу, долго мучился, пытался понять, но не суть. Все, по идее, вы видели, да, разницу значительно быстрее, меньше тормозит, если просто у вас есть SSD-диск какой-то, да, старый, когда-то вы их покупали, когда они еще стоили не так дорого, как сейчас, да, то, в принципе, можно перенести, и будет вам счастье. Ну, вроде я все рассказал, все показал подробно. Если есть вопросы, пишите, конечно же, в комментариях, я обязательно отвечу. Я думаю, что если есть старый жесткий диск, это стоит того попробовать, поменять все это. Так что всем спасибо за просмотр, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь, конечно же, да. И всем пока.